Погнали, вот прям беру вот так. Мужики не сплевывают. Ебать. Ты мой хороший. Всем привет, уважаемые зрители моего канала, с вами снова Solid. Мой подписчик Кирилл в очередной раз меня решил обрадовать. На этот раз он мне прислал посылочку из Китая. Этот набор еды он почему-то назвал ИРП и сказал, что тут есть куча всего того, чего ты еще ни разу не пробовал, и в России это не продается. Поэтому очень интересно посмотреть, что здесь внутри. Давайте это сразу сделаем. Тем более у меня уже упаковочка открыта. Извините, до съемок не смог сдержаться. Вот понюхать обязательно надо Китай. Ну давай, бывает. О. Так, ну давайте смотреть. Итак, среди всего разнообразия отчетливо выделяется 3 основных блюда. Это ведерко-самовар и 2 вот таких огромных цветных необычных пакета. Также попробуем китайскую тушенку, брикетик на 900 калорий для выживания. В стекле у нас что-то страшное и непонятное. Также есть ароматная овощная закуска вот к этому напитку, китайский лейс вот к этому напитку, ну и, конечно же, чай. Усаживайтесь поудобнее, не забывайте про лайчонок и обязательно подпишитесь на канал. Сейчас YouTube поменял алгоритмы, теперь подписка является очень важным критерием для продвижения видео. Спасибо. И давайте начнем очень коротенько с интересностей про Китай. Это социалистическое государство с однопартийной, ставшей так популярной у нас среди разбирающихся в политике, системой. Имеет торговые отношения с более чем 230 странами, считайте, сотрудничает со всей планетой. В Китае самая большая численность населения, вторая по величине экономика после США. Это одна из древнейших цивилизаций с письменной историей, которой более 3000 лет. Это устоявшиеся вековые традиции, особый менталитет, который не похож на европейский, и свое представление идеального мира. В борьбе за независимость от Запада мы стали офигенным торговым партнером Китая, который может взвинчивать цены на свои товары как угодно, так как чувствует себя чуть ли не монополистом на рынке. Бытовая техника, телефоны, товары для ремонта, аудио, видео, одежда, обувь, автомобили, которые так активно заполняют наши города. Все сделано в Китае. Не исключение и еда, которую мы сегодня с вами будем пробовать. Китайская культура повсюду, надолго и с добром. Так, китайские сухпайки, китайские машины. В этом ролике все по теме. И если с едой все просто, разогрел и съел, то с машиной так не получится. Ей нужно нормальное ТО, желательно без лишней боли для кошелька. Вот тут и пригодится автоспот. Я бы с радостью вообще бы не проходил ТО, но раз уж без этого никак, то лучше всего делать это выгодно, с помощью сайта автоспот.ру. На этом сайте, выбрав свой автомобиль, у вас перед глазами появляется карта с ценами на нужное техобслуживание. Остается выбрать самое выгодное предложение по расположению и цене, ну и зафиксировать за собой скидку в 2 клика. Причем неважно, какой у вас автомобиль, старенький кореец или новенький китаец, за гарантию и уровень обслуживания можно не переживать, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов. Так что с гарантией тоже будет полный порядок. Ну а чтобы скидки были всегда под рукой, скачивайте мобильное приложение Автоспот. Функционал точно такой же, но в компактном размере. Ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Много мы всякого китайского перепробовали, и подобные ведра не исключение, но такого... Куриные лапки. Понравилась инструкция, типа все, что есть, вываливаешь в тарелку, заливаешь водой и ставишь греться. Сказано, сделано. Вскрываем, внутри находится огромное количество пакетиков, аж 8 штук. В первом находится вот такая лапша, во втором куриные лапки. Вы только гляньте, какая красота, они уже готовы в остро-соевом маринаде. Далее еще одна лапша, присыпочка, а в самом большом пакете находится основа. Водоросли, какие-то грибы, огромное количество корня лотоса, и все это заправлено каким-то масляным соусом. И вот такой очень жирный красный соус в виде плавленного сыра. Также в комплекте есть беспламенный разогреватель. Тут все как в пайках. Кладем, заливаем, ставим и закрываем. Ну и, естественно, столовые приборы. Причем не просто какие-то дешевые палки, а бамбуковые палочки и пластиковая ложка. Так, понеслась первая ведерко. Берем вот эти шпаги и сразу ныряем внутрь, чтобы зачерпнуть со дна.
Обратите внимание на качество этой лапши. Я, правда, не знаю, что это такое до сих пор. Что-то, видать, соевое, судя по всему. Но вот эти лапы, они просто прекрасно смотрятся. И корни лотоса, огромное количество. Также бульончик. Не знаю, с чего начать. Давайте с лапшички. Ну, как-то резина. Ее надо срочно чем-то натуральным. Вот лотосом прям. Он у них вместо картошки. Мне нравится то, что он хрустит. Кажется, что недоварен, но на самом деле он готов целиком. И вот такую лапку, конечно же. Ну-ка. Хрящики. Они разварились. Мяска нет почти, что ты ешь кожицу. Вот кто любит куриную кожу, круче не придумаешь. Без остановки сразу же прям целиком вторую лапку вот так вот жахали. Косточка. Тебя трясет. Дед, А? тебя потряхивает. О! Сука, я держался до последнего, делал вид, что все хорошо, но оно не так. Это очень острая хуйня, и ведь я положил только половину вот этого пакетика. Вот сейчас я почувствовал сладость. Прям вижу твои глаза, да. Глотай. Если не дышать, нормально. И не дай бог, после этого вы попьете обычную воду. Будет ощущение, как будто вас рот разъедает от воды. Сам не верю в то, что я сейчас скажу. Я ставлю 6 из 10 и оставляю это оператору. Ему это понравилось за кадром, он сейчас будет это продолжать есть. Следующий пакетик можно оценивать как объект дизайнерского искусства. Называется Хаохань-ло. В переводе «веселая улитка». Порция рассчитана на 400 грамм. Внутри находится куча пакетиков, все веселые, разноцветные. Начнем с основного. Это рисовая лапша. Ее надо варить 12 минут отдельно от всего остального. И дальше уже в готовую лапшу добавляем содержимое из пакетиков. Во-первых, это маринованные овощи, в основном капуста. Второй пакетик с неизвестным содержимым, с названием «Дорога зуба». Скорее всего, это грибы. Кислые бамбуковые побеги. Дальше, внимание, улиточный бульон. Острый соус, куда же без него, и что-то типа легкого уксуса. Получается ядрена дичь, в которую осталось, согласно инструкции, добавить арахисовые чипсы. Ну, как и минимум, это необычно. Самое удивительное, ребят, это запах, потому что он отторгающе кислый. Уксус, смешанный с гороховым супом, и туда прибавьте еще квашеную капусту. Вот как-то так, даже страшнее. Мы смешали все. Я не представляю, что здесь. Давайте вот просто смакнем вот так макаронами. Ну-ка. Приятный уксус. Он тут зачетный. Можно было весь вылить. Я просто испугался, потому что пахло очень кисло. Нормально. Пошло. Пошло, Серега. Очень сильно все портит перченая подлива, которую я по ошибке залил слишком дофига. Причем она действует постепенно, не сразу. Другими словами, я могу съесть вот эту лапшу. Эта лапша не рвется. Ее вот либо целиком, либо никак. Ты ее даже не перегрызешь зубами, сука. Такая же. Поначалу нормально. Потом... О! Ни с чем не передаваемое удовольствие. Стерва! Ешь давай, блядь! Что ты успокоился? Давай еще! Слабак! Недоучка! Кол! Это полное отвратное говно. Макароны еще нормально, а так все остальное хрень. Переходим к тушеночке. Кирилл, тут такое дело. Вот смотри, банка.
Что я вижу? Свинью. Что тут должно быть? Правильно, тушенка. Я ее открываю, что вижу? Крышечку жира, причем симпатичную, идеально белую, класс. Думаю, интересно. Пускаю эту ложку вглубь и понимаю, что никакой тушенки там нет. Здесь стопроцентный, белый, чистый, сука, жир! Не расстраивайся. Совесть-то надо иметь. Если присылают 3. Ну вот с чем мне это можно съесть? Только с грибами, больше там блюд нету. Это, кстати, грибочки, на секундочку. Обратите внимание, как смачно выглядят грибы в Китае, да? Не то, что наши белые, подосиновики, подберезок. Нет, тут все просто. Неизвестные. И он, видите, как еще потрел? Прислал напиток специальный, который можно вот как бы с этим употребить. Это китайская водка. Я никому не рекомендую пробовать, пить и так далее. Это вредно для здоровья. Видите, я сейчас чуть-чуть себе, вот буквально смочить, так скажем, губки. Шутка ли? 52 градуса здесь. Я ничего мощнее не пил. Ваше здоровье. Ну, начнем с того, что ты не ощущаешь ничего. Я не могу сказать, что это вода, но и не прям как у нас там, вот иногда, да? Нет, приятный, даже местами ягодный привкус. В конце даже сластит. Что-то в этом есть. Пить не буду больше, нет. И, конечно, грибочки. Не-не-не, сначала... Какой выбор? Сало. Иди сюда, жирок. Прям вот так вот ложку берем и смакуем. Ну, а что? Фу. Не, просто жир. Я не люблю жир, на самом деле. Да? Чуть-чуть не хватает соли. Ее тут вообще нет. Вообще ничего нет. И лаврушечки, естественно. А так можно есть. До слез вкусно. Ты пока подожди, сейчас я грибочками еще закушу. Вот они, ребят, вот они, смотрите, какие длинные. Погнали. Чуть-чуть перченые. Нет слов, прям хрустят. И прям вместе с жиром их. Вот это другое дело. Это можно есть прям вот. Берешь ложку и... Вот это мое. Выходит очень интересное соединение. Здесь много масла и при этом много соли и перца, а тут ничего нет. И ты как бы компенсируешь. Да. Вот ложку прям смело. И вторую. И третью. Наконец-то хоть немного калорий сегодня, на адекватных, не таких острых, как предыдущие блюда. Блин, там вообще невозможно было есть. Да. Круглая, бескомпромиссная десяточка. Очень понравилось, присылай еще. Двигаемся дальше. Следующий пакет уже желтого цвета, с более привычным, спокойным дизайном, но с явным намеком на то, что это опять что-то острое. И удивительно, но при абсолютно другой упаковке внутри очень похожее блюдо. Такие же макароны, такая же капусточка, грибочки, бамбуковые побеги, улиточный соус, уксус. И на этот раз я не буду заливать все блюдо острым соусом. Все-таки интересно ощутить вкус, а не острую хрень. Также добавим схожие с предыдущим блюдом чипсы. Самое интересное, это кардицепс. Вот он, грибочки длиннющие, такие немного уродливые, но очень симпатичные, поэтому их вот прям отдельно сразу. Ты не можешь остановиться, у тебя слюна идет. У тебя она всегда идет. Да. Если кто-то из вас пробовал макароны вместе с уксусом, вот оно, я их обожаю. Рисовые макароши надо. Ты хочешь их проглотить, они не глотают. Ты хочешь их жевать, они не жуются. Что с вами делать? Теплое, кислое, вкусное, насыщенное, соленое, немного перченая масса. Десяточка. Двигаемся дальше. Так, для вас, ребят, прошло мгновение, а для нас мы заколебались это переводить. Потому что хрен узнает, что вот раз блюдо и два блюда. Если кто знает, напишите с удовольствием в комментариях, почитаю, очень интересно. Даже нейросеть не помогла. Начнем с главного блюда. Называется заофанг фуру. Нарисована девушка, которая отрывает последний волос с чего-то. У меня других ассоциаций нет.
Внутри этой баночки изначально был бульончик, который надо было, очевидно, вылить и достать оттуда вот эти кубики, которые пахнут... Ферментация не пахнет. Ну вот как вот. Как сохранить то, что невозможно сохранить? Оно же будет гнить, правильно? А чтобы не гнило, ее вот в такую водяную среду помещают. И она там доходит. Вот это и есть ферментация. Бактериями пахнет. По консистенции вот так ложкой тыкаю, очень нежно, напоминает какую-то вареную сгущенку в кубиках. Ну, приступим, что я могу сказать. Погнали. Погнали. Вот прям беру вот так. Мужики не сплевывают. Ебать. Бля, она развивается. Первое, оно бодрит. Запах вообще никак не пересекается с вкусовыми данными. Он такой нежный, вроде так, ну, травами пахнет, немножечко, может быть, в гороховую сторону, какие-то бобами, испорченной водой, вот как будто она проросла где-то. Ну да, такая старостью воняет. Заткнись! Очень соленый привкус, который ты даже не представляешь, как это проглотить. Не то что разжевать, тебе даже страшно жевать это. Такой параши я еще не ел. Но прикольно. Мне это, я не знаю, мне зашло. Хорошо. Просто соленое, над чем запивать чаем, например. Кстати, по консистенции есть аналог. Молоко рыбье. Тут тоже сверху какая-то непонятная пленочка. Внутри мякоть. Все хорошо, прекрасно. Вот если ее пересолить, эту молоку, и добавить туда какой-нибудь бобовий жир или масло, наверное, она похожа. Тварь, ну... И самое и мне интересное даже, куда они, сука, добавляют. Вот что это? Куда ты не добавь, в любое блюдо оно испортится. Это та самая ложка в бочке дегтя. Блин, по-моему, если я еще одну съем, у меня будет отек лица. Ну, знаете, да, когда соленое много ешь, у тебя жидкость не выходит, и у тебя все вот это может вылезти наружу. Да, чем я рискую? Погнали. Еще одну. Еще одну. Самое главное выдержать и забыть, но это невозможно. Это пиздец. Могу. Это не... Если взять в пример сюрстрёминг, ну вы знаете, ферментированная рыба, там все наоборот. Там запах отторгающий настолько, что ты боишься попробовать. Но в конечном итоге, если это все правильно есть, с хлебушком, с лучком, с картошечкой, это очень насыщенная и вкусная селедка. Здесь наоборот. Тут по запаху сомнительно, ну... Окей. Не, а по вкусовым данным намного хуже, чем сюрстрёминг. Это есть нереально. Кол! Тут весь лес сейчас передохнет, если это вылью. Это надо запакетировать, сжечь нахрен. Но мы останавливаться не будем. Двигаемся дальше. У нас следующее секретное непонятное блюдо, которое выглядит следующим образом. В принципе, можно догадаться по упаковке. Это нарезанный, ну вот этот фрукт, хрен его знает что. В общем, какая-то ягода. По запаху отдаленно напоминает квашеные, такие соленые патиссоны вместе с редькой. Ну, что-то такое в эту сторону. Погнали. Солененький. Ну, как он тут. Ну, короче, это хотя бы близко к нам. Это хотя бы понятно. Мы же засалываем огурцы, патиссоны, помидоры, все что угодно. Вот, пожалуйста, это то же самое, только вот этот, хрен узнает, кто это. Очень напоминает огурчики, корнишончики, вот что-то такое. Очень нежное, классное. Вот это хорошо. Вот это десяточка. Ну вот, наконец-то я дорвался до чего-то вот реально знакомого. Это, естественно, чаек. Обратите внимание, как он у нас приготовился. Очень насыщенный. И не надо, пожалуйста, писать, что надо было добавить сюда меньше. Я люблю насыщенный, качественный чай. И я столько лет пытался найти оригинальный китайский, потому что половина подделок китайцы подделывают. Какая благодать. Черный. Такой бархатистый аж привкус. Очень тоненький. Что этот звук, не беси меня. Спокойный вкус,
который не требует ни сахара, ничего дополнительного. Даже на самом деле вот эту плюшку неохота есть, но раз она уж есть, что отказываться-то. Ребят, у нас выходили отдельные ролики исключительно подобные рационы. Я ссылочку оставлю в описании, посмотрите, кому интересно. Там были японские, китайские, европейские, много кто делает, и мы в том числе не отстаем, потому что у нас есть полный аналог, это морской рацион питания, так называемый аварийный. В данном случае это китайский вариант, здесь есть вот такие две таблетосины огромные, и да, действительно, здесь 900 килокалорий. И сделано это не для того, чтобы ты обрадовался и наелся этими калориями, нет. Это суточная норма, на секундочку, просто для того, чтобы ты не сдох. По сути, это жирная, очень сладкая печенька, долгохранящаяся, с удовольствием. После твоих рук все жирное. Сиди там, сиди голодный. Блин, слушайте, по сравнению с тем, что я сегодня попробовал, это как будто бы я с тортиком ем. По баллам десятка. Двигаемся дальше. Ну и осталось нам всего-навсего попробовать китайского пивка. И вот такие необычные чипсы Lay's. Дело в том, что такого формата в стиле Pringles у нас в России, по-моему, не продается. Если ошибаюсь, напишите в комментах. Видите, в отдельной упаковочке. Не знаю, мне кажется, даже это лучше, потому что ты не вытаскиваешь, а тут не лезешь, что очень удобно. Вытащил и давай хомячить. Прикол в том, что эти чипсы с лаймом. Причем этот лимон такой химический, не настоящий. Такой себе. По поводу пивка. Называется оно Лохан. Налил стаканчик. В принципе, по запаху, ну, вот наша Жигулевская или Балтика, вот что-то такое. Трешка максимум, не больше. Погнали. Если верить описанию, то тут аж 8 оборотов. Но пьется-то на 3. Легонькое. Такой себе. Мне такой не нравится. Не заходит. Не стандартный, не обычный. Ну, в принципе, ну, как можно удивить обычным пивом? Ну как? Ну, то же самое все. Я в нем ничего не понимаю, его не пью. Жжешь, собака! Но, тем не менее, этот бокальчик допью за Кирилла и за всех тех, кто досмотрел этот ролик до конца и поставил лайк. Ребят, спасибо вам большое. Кирюх, твое здоровье. Сейчас перейдем к вердикту. А ты иди сюда. Во-первых, спасибище за такой подгон моему подписчику Кириллу. Вот реально удивил, потому что без тебя я бы такой дичи никогда в жизни не попробовал. И чтобы было понятно, вне зависимости, понравилось мне блюдо или нет, мне интересно познакомиться с иностранной кухней и показать ее во всей красе людям. Таким образом, мы вместе с вами немного расширяем свой кругозор. Но у меня расширяется не только он. Хочу сказать следующее. Во-первых, я не отравился. Все со мной хорошо. Никакой опасности нет. Во-вторых, ну, совсем другая культура. Знаете, почему у них все перченое, соленое, насыщенное, много растений, корешков, грибов, при этом минимум мяса? Все очень просто. Китай долгое время жил крайне бедно. Жители занимались фермерством, собирательством и часто готовили то, что в обычной жизни ты даже не подумаешь, что это съедобно. У них корень лотоса — это как для нас картошка. И настоящий китаец приготовит вам огромное количество блюд из этого, казалось бы, скучного, безвкусного корня. Они вообще любую траву приправят специями так, что тебе будет вкусно, и в основном это острые перцы. Они этим живут, они выросли на этом, поэтому для них это норм. А для нашего человека в большинстве случаев это будет началом проблем с ЖКТ. Единственное, что более-менее схоже, это соленье. Тут да, классно и прям хрум-хрум-хрум. А вот по поводу этой дичи, я даже не представляю, куда ее можно добавить, чтобы не испортить еду. Какой-то китайский деликатес. Набрался вкусовых впечатлений на недельку вперед. По поводу всего остального, ничего нового сказать не готов, вы видели все сами. Поэтому спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца, особенно благодарочка тем, кто подписывается на канал, ставит лайки и пишет комментарии. Также напомню, что у меня есть канал на Бусти, там видео выходят чуть раньше и они без рекламы. Передаю моим галеткам на Бусти отдельный привет. Вот, на этом пока что все. Всем удачки, всем пока!